Эй, ну что, у нас снова Divinity Original Sin. В прошлой серии мы отбивались от кувалды, и с помощью Квори мы все-таки смогли отбиться от нападения, спастись бегством, и сейчас мы находимся уже недалеко около Дрифтвуда. Вот, там похоже, что Дрифтвуд. Вот, и пришло время выдвигаться. Что у нас вроде для этого все есть? На берег. Поехали. Ой, какая тут дождливая погода. Ну, естественно, будем все оббегать, изучать. Тюк. Я его с собой, да, можно взять? И земляной язык. Не знаю, что он дает. Так, в какую сторону побежать, направо или налево? О, тут отравленная рыба. Давай сидим. О, звездная травка. Она нам, по-моему, нужна для крафта. Зловоние и отравление, да? Хожу тут по берегу, тухлую рыбу ем. Тут похоже, что с водой все очень плохо, да? Что дохлая рыба валяется. Водная бутылка пива. Ух ты, нифига себе. Хороший пивас. Смотри-ка, здесь на берегу это есть святилище с телепортом. The angelic figure stands upon a mosaic that depicts a dragon, or a leviathan. You feel weightless, as if lifted by a silent wind. For just a moment, your mind is free of wonder and worry. Значит, мы сюда сейчас можем телепортнуться, если что. Ну окей, ладно. О. С помощью навыка нашли сбивающую стрелу. Синяя акулка. Да, пообщаемся. A dying shark lies gasping on the sand, bleeding from the mouth and gills. It turns its dark and soulless eyes to you. Its bloody gills open in search of water, but find only air. It gasps in the air, struggling for the breath to speak. Its own blood froths at its mouth. No! Die here! Monsters in the water! Monsters in the deep! Monsters bigger! More and more growing! It looks at you with its cold, flat eyes as if to say, do what you will. Then... Смерть уже близко. Слушай, давай убьем акулку, чтобы не мучилась. Пускай это сделает Фейн. О, так у него тут ноги. Кстати, да, давай эту. Поедим конечности всякие. Так, вот на кардан. A boy at swim. Your name is Joe. You're 9. You're brave. You're off to see your mum. A shadow moves below you. A jagged vice closes on your thigh and pulls you down. Water fills your lungs. Blood billows.
Та акула сожрала мальчика, ребенка. Сюка. You're stumbling away from the shoreline, a deep wound in your side. Behind you, the remains of your ship slip beneath the water. You press on, you and the others. A clearing further inland, a camp, a Magister camp. They weren't supposed to be here, yet here they are, twice as many in number as you and my friends. You reach for your sword, but the sky is already thick with Magister arrows. You eat Griff's hand, and you see him putting animals, dead for days in the blistering sun, whole into his cooking pot. Окей. А что там еще было? Сохшее сердце, да? Скорее, да, что? Zaliskar's shriveled heart is tough to chew. The stringy meat is so vilely bitter, it brings tears to your eyes. You see him sitting beside a campfire in the night, whispering as in response to an unseen voice. You will return, yes. The Lord of Lords will return. Yours is the covenant my sworn salvation. Окей. Все, да? Больше ничего такого не скушать. Блин, зачем мне тухлая рыба? Если честно, я понятия не имею. Собираю все подряд. Не знаю, может, тухлой рыбой можно будет кого-нибудь накормить ради рофла. Мертвый обыватель. What happened here? Что звук? О! Должны помогать быстрее. Успели? That boy Woken had someone in its claws. А он ее утащил за собой? Гибельный исчадие. Ну, судя по запаху говорю, по внешнему виду она взорвется. Ну ладно. А, некропламя еще накладывается. Ладно, у меня маг броня есть, поэтому не так уж опасно. А, тут еще он есть. Окей, надо, чтобы Лоуса сходила сейчас. Я подожду их, чтобы они подошли сами ко мне. Так. О, он оглушен. Отлично. И этот оглушен. Вообще отлично. Ну ладно, что будем выстрелить. Так, эта тварь тоже будет, кстати, взрываться. Слушай, знаешь, как сделаем? Чтобы она сильно не бабахала здесь. Я сделаю вот так вот. И отправлю ее туда. Так, а эти у нас что? Их можно глухануть.
Казнь. Блин, смотри, нам вот этот вот урон молнии, он шок дает им, потому что у них маг брони нету. Это очень круто. Я когда первый раз играл, я этим вообще не пользовался. Я как-то играл, просто бегал, максимально бегал, и это... Хотя я сам могу, кстати, вот встать в эту кровь и получить шок. Блин, у облака дыма ничего не видно. Круто, блин, то, что можно сюда руну засунуть, и оно теперь шокирует, и вода замедляет. А здесь земля... А земля-то что делает? Земля, может быть, уклонением ему мешает? Кстати, относительно скоро новый уровень уже. Прям что-то как-то много дали очень. A Magister caravan. I remember one just like this picking me up. Караван Can't be магистров. real. Meant to Fort Joy. But what happened here? Ладно, мы еще успеем к нему подойти. Давай тут все залутаем. Ничего такого, правда, не вижу. О, бочка какая-то есть. Пустая. Так, это выход на дорогу там уже. Ну да, больше ничего нет такого. Смотри, сколько тут конечностей. Can't be real. Not real. Not happening. No, it's not true. Can't be true. Lucky find. По-моему. No, no, no. Кнопка живая, да? Can't be real. Not real. Not happening. No, it's not true. Can't be true. Солуторс надо же. No, no, no. Ого, такой мощный топорик. Будь у меня Can't be real. нужный персонаж, я Not бы real. пользовался такой штукой. Он еще охлаждение накладывает. И 10 шанс крит ударом. No, Блин, он it's очень классный. Not true. Can't be true. Но питья не играют таким классом. Привет, гномка. Что скажешь? White as driftwood salt, the dwarf flinches at your approach, yet she holds a short, clean blade aloft. Her fierce stance can't hide the trembling of her fingers. Back, back. Magister, I'll kill you, just like the rest of them. Я не магник кистер. She slumps, all bravado draining from her. No, 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 no. I've never seen anything like those beasts before. Are they gone? She quails at your touch, shrinking back from you. Her eyes widen and lose focus, as though she's seeing something played out before them. Her voice is shaky when she speaks. Those? Yes. Worst ones I've ever seen. Ripped through the Magisters. The dwarves. Dead. 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 And the sorcerers. Sorcerers. Gone. Her eyes stare vacantly into the distance, glassy as marbles. It's not... I don't know. I don't know. Old Duna's beard. Lohar. My boss Lohar will want to know what happened to them, but I can't remember. For helping sorcerers. We thought we could help them against the Magisters, but... She flinches at the slightest rustle of wind through the long grass. Terror in her eyes, she stumbles away from you. А что, спросить вот так вот нельзя было? Блин, очень плохо, ну ладно. Я думаю, там можно было из нее информацию вытащить. Какую? Ну ладно. Блин, надо отвечать по-верхнему. Я просто не знаю, как они отреагируют на мой диалог.
Нету секретов никаких. Disgusting. Ну, вообще мы можем, кстати, конечности скушать. Прямо сейчас тоже. Вот тут ребенок он стоит. Ладно, к нему еще успеем подойти. Давай это. Поедим мяско тех людей, которые тут были. У нас его много. You twist your head around as the Magisters haul you away. Your wife and 2 boys stand in the doorway, helpless. You commit their faces to memory one last time. Wendy cries out something to you. You tell yourself it was, "I love you," or "We'll wait for you." But the truth is, you didn't catch it. The farm recedes from view behind you. From the dark, you stare up at the thin slivers of light visible between the floorboards. Shadows ripple across the slivers, accompanied by heavy footsteps, Magister footsteps. Wood creaks above your head. One of them has paused. Your breath catches in your throat as you wait for him to move along. But the hatch is suddenly yanked open. Light floods you, blinding and accusatory. You hear only one gruffly barked word before the hands seize you. Gotcha! Кача! You remember a cold childhood in a no-hope fishing town, bullied mercilessly by a dwarf named Lohar. With no other prospects, you sign up as a Magister, eager for the power denied you all your life. Даже так? Work, work, work. That's all there was in Driftwood for a dwarf like you. Until you got involved in the anti-Magister resistance. Then, the work was still there, but also purpose. Purpose worth dying for. Collared by Magisters in the far north, you were force-marched to this foreign land. A moment of hope as a grinning dwarf removes your source collar. Seconds later, void-woken death. Warm red wine flows down your throat. The languor of a tavern evening soothes you. Suddenly, shrieks rend the night. The Magisters have come. Warm red blood flows down your face. You stride past the chained sorcerers and climb onto the caravan without complaint. As you settle onto the bench, you offer Ralik's blessings to the Magister Guard. He offers only a bleary-eyed stare of disinterest in return before shoving the chained sorcerers aboard. As you watch them cower, you cannot help but feel annoyance. After all, don't they know they're going to be saved? О, попутный ветер изучил. У нас и у Лоуса он есть, теперь и у нас есть. Eloisa was the prettiest girl, not to others, but to you. Her luminous eyes shone brighter than the moon. The day you collared her for Fort Joy, you wept every tear you had. You never cried again. Ну, пойдем дальше. Подхожее место. Привет, пацан, как ждем? The kid is whistling an off-key tune as he strolls about shiftily. He raises an eyebrow at your approach, but says nothing. Ain't up to how. Just looking for someone. Seen Ben Mesd. Too bad. The kid shoves his hands in his pockets and ambles off, resuming his tuneless whistling. Покачать головой? Блин, а The если kid он... is whistling an off-key... Ну, он же мертв. Уже. Yes, yes, you look just the type. Egg thief. I knew it.
watch if you dare. Чё? А, вот большая марч. I saw. They were stolen. The babies, the eggs, something took them. Horror, thief, horrible thief. It came in the night. It took the eggs. It scrambled away fast. Big as a cow, big as a house, and many legs. Too many. If I showed you, you could bring them back. You could bring them back. Map. Show me your map. In a flurry of feathers, she leaps up and pecks a small hole in your map. That's where they are. I went after my babies. I saw where they went. But they've changed so much. Much. Bring them back. Так, окей. Такой тяжелый молочный бидон. Офигеть. Бочонок меда. Ой, неплохо. Eggy gone. Baby Eggy gone for good. Help. Did you hear? The eggs are gone. Gone for good. No one to keep them warm. О, тухлые яйца есть. Так, тут у нас яйца свистнули. Окей, ладно, пойдем дальше. Там, вот вниз бы спуститься. Полевая кухня. Вот тут на полевой кухне, наверное, сейчас можем кучу отравленной рыбы, да, сделать. Белый гриб. Можно хилки будет скрафтить с помощью него. Что бы объединить? Ну, допустим, сырые ребрышки. Наверное, так нельзя. Ну да, это очевидно. Надо что-то более умное. Ой, магистры стоят. You ever think about running off, like Barnaby and Sandy? Hell no. You know what Raymond would do if he caught us? Хотя они ведь не знают то, что мы сбежали. Вот и перейдем-ка все еще. Please, why would I kill Lucian's second most charming son? Смотрим, мастер Сива. По-моему, так кто нам нужна. Слушай, я что-то догадываюсь. Давай-ка сразу сюда волос поставим. The lizard hangs from the gibbet, her face blooded and her scales discolored. Her eyes are closed, but her tongue flickers as you approach. Welcome to Driftwood, God-woken. One bloody eye cracks open, glittering gold appearing from beneath the swollen lid. Chased you all the way here from Fort Joy, did they? Very well then, cut me down. There is work to be done. Or, indeed, you could stand there gawping as if I just run off with your femur. You might not have the brains anymore, but I pray you've managed to keep some wits. The lizard grimaces, shifting awkwardly as she dangles. I am in intense pain. You are either insufferably cruel or insufferably stupid.
Be quick about it before the Magister realizes their prize catch is about to slip through the net. Так, а тут у нас магистры, да, ведь стоят? А давай быстро срежем, похер на магистров. Excellent. Now, if you'd be so kind as to gut that startled-looking Magister, it would be much appreciated. I must secure my home before they do any more damage. Аура уклонения. Угу. Так, мастер Сива уходит отсюда. Или живая. А ее, кстати, тоже убить можно. Это хоть и сюжетный персонаж, но... А, тут брод. Куда она тут пойдет? Все, исчезла, да, ушла. Так, что у нас тут по файту? Раз, два, да? Два противника. $500 хп, а у меня 360. Капец, и брони у нее больше, она палач. Двуручник, а этого чувака, а это, кстати, лохач полный. Уклонение постоянно. А, погоди, это она бафнула уклонение? Получает уклонение, скорость движения всех вокруг союзников. Постоянно? Постоянно? Что? Что? Это че, прикол какой-то? А как мне ее убивать в таком случае? Хо-хо-хо-хо. И у этого, да, тоже уклонение, дофига. Какой шанс попасть? 0%. 10%. Хороший вопрос, а как их мне тогда убивать? Не, я бы, конечно, мог бы магией в теории убить какое-нибудь их. Ну, допустим, этого чувака я вообще могу сделать курицей. Сколько шанс попадания? Я ведь могу, да, в него попасть так? А, ну тут физброня у него. Блин, а почему он подумал, что у него нету физброни? %0 все так же. И что мне делать? 0, 10. Бред какой-то, по-моему. А у меня и навыков никаких нету. Как их убивать? Боже мой, что за... Откуда столько уклонения? Это все, что я могу сделать, да? Так, оба словили шок. Нет, это точно шок словил. Это еще не словило. Ну, давай я подожду.
Окей, помощь прибежала. И у них тоже теперь уклонение. Что за бред? А как мне их убивать? 5% шанс, вы чё? Это какой-то рофил или... Это на постоянке. Она же тупо неуязвима к физическим повреждениям. Мне ее убивать только магией. А магии у меня нет, у меня персонаж физик. Физики. Хм. Даже если я себе бафну, я в нее все равно не попаду, сколько мне надо. Ну, 12% шанс. Это же ни о чем, мы отлично понимаем это. Давай сделаем вот так вот. Сколько я так ковырять буду? Вечность. Бред какой-то вообще. Уклонение дает она. Что у нее там уклонение так дает? У меня нету перков, которые не дают возможность не промахнуться. Песня безумия вызывает безумие противников в области действия. Безумцы атакуют ближайшего противника, не разбирая своих чужих. Какая ранжа? Нормально, но тут магическая броня. Урон воздухом, да, наносится? Что-то как-то урона маловато, по-моему. Даже слишком мало. Окей, ладно, давай тогда в инвиз встанем, по ходу пропустим. Сейчас они Фейна будут бить, но Фейна уклонение, ладно, он переживет. О, оглушен. Собачка-то тут оглушится. Уклонение, уклонение. Какая ранжа уклонения? А, у них, смотри, у них ранжа есть. Я их могу, по идее, вытягивать, получается, да? Давай вниз идем. Но они помнят, что я здесь стою, поэтому давай-ка, знаешь, что сделаем? Пойдем чуть дальше, наверное. Хотя погоди-ка. Хотя да, надо шаг в сторонку сделать. Так, тобой просто отложим ход. Угу. Смотри, у них больше нет уклонения. А, она вон стоит далеко и за дымом, типа через облако пара не видно, что ли?
Ну окей, можно и так попробовать что-нибудь сделать. Этим надо броню снять. Тебе снимем броню. Тебе... О, удушение. Что дает удушение? А, маг броню уничтожает, отлично. Вот в того парня надо выстрелить. Отлично, собака в шоке. Так, мы можем, наверное, еще немножко постоять. Или они бафаться начнут потом. Нет, давай подождем еще. А, 2 хода будет подряд. Вот, уклонение дает. Мне ее надо выкинуть телепортом, точно. Точно, бабка. Блин, а у меня телепорта-то нету сейчас. Так. Сейчас, короче, парочку тычек сделаю и отступлю. 12% я не попаду. Я даже не буду пробовать. О, отлично, опять сплэш. Так. Еще что-то надо сделать такого интересного. Надо подумать бы что. Надо будет им маг броню позбивать. Вот особенно вот этой женщине. А, у меня ничего такого и нету. Ладно, давай прямо сейчас тогда отступим подальше. В фейнфайте у нас стоит. Ой. Че пугаете, парни? А я заловся билд изменю просто немножко. Что больше всего урона нанесет? Взрыв стужа. Ладно, давай вот это уберем. Так, еще бы электрическое касание. За место чего этот, за место доспеха Мороза. Все равно это... Как его? Давай сохранимся. Все равно что? За место чего я взял? За место... То, что у них маг брони нету, все равно вот что я хотел сказать. Надо сюда подняться. И выкинуть ее отсюда подальше. Так, давай Фэй начинает минусы делать. 76 не попал. Окей. Понимаю. Опять не попало 76. О, боже мой.
Опять же, что за точность такая никакущая, я не понимаю. Так, бабулька, давай это куда-нибудь подальше. Максимально далеко давай тебя скинем. Куда-нибудь сюда вот. Пока она сюда будет идти, мы ее дружков уже всех убьем. О, смотри-ка, таки Фейна, кстати, вон, видишь? Это сплэш. Окей. Мне пока ничего не надо. Так, собачку тоже надо. Собачка слепая и шокирована своей жизнью. Так, давай сюда спустимся. А чего этого-то не заделал-то? Блин, обидно. Бабка бежит. Бежит бабка. Задену или Фейна? О, не задевает. Отлично. Надо больше атак дать. Мимо. Спасибо. Чё? О, вот это он пробил. Вне брони, короче. Тот, что ряд. Ох, что эти промахи. 1 хп осталось. 1. И он даже не сдохнет в следующий ход. Хотя нет, сдохнет, там электричество, он бьет кровь. Так, бабулька, наверное, будет клоус подниматься. Давай мы на нее бафнемся. Ну-то знаем мы эту бабку. А, не нашла, да? Так, очко. Очко хода. А, у него уклонение просто сейчас тоже, да, опять? Блин, ну так хорошо, что я в него попал еще. Ладно, все равно надо бафаться. Как? Заменим. Ну ладно, давай так. Если иначе не получается. Бабку-то можно захватить? Не можем? А, ближе подойти. Ладно, ждем. Бабка сейчас не попадет, по идее, у нее же уклонение. А, она пришла Фейна бить. Фейна уклонения нету, вот она идет его бить. Еще и количественным ударом. Вот что тварь-то, а? Давай взять ту же.
Потом, погоди-ка. Нет. Это еще не все, что я хочу сделать. Ау, фак, Фейн. Прости, но у тебя еще магическая броня есть. О, не следующее уклонение работает, смотри-ка. А у меня увечье. Я могу пытаться отметаться. А, у меня 95% шансов попасть сейчас, смотри-ка. Замерзший. Персонаж замерз, как сосулька снимается. Блин, это очень круто. О. Прикольно, да. О, немоту наложил на нее еще. Так, ладно, запас магической брони у нас еще есть. Когда же она разморозится? Все, размерзла, да? Теперь снова шанс попасть 10% всего. Электрическое касание слишком близко работает. Там мне уже не подойти, он слишком опасно. Что можно сделать? Она там все равно нормально не пройдет, ее будет долбить магией. Ну давай побольше. Стоит ли давать больше ходов Фейну? Нет, давай будем пытаться ее попасть. Мне тогда надо просто автоатаки обычные в нее давать. Может, попаду? Не попадает. Мимо. Попал. Попал. И зачем? Что дальше? Чего-то этим добилась бабка. Блин, ее надо опять заморозку кинуть как-то. А у меня он скилл еще откатывается. Короче, надо бы ее это подальше прикинуть. Но они слишком далеко, чтобы файт не кончился. Подлечу-ка себе. Ну че, бабулька, иди сюда. Я тебя жду. За Фейном бежит, смотри-ка. Так, ты молодец, что ты воду стала. Как тебе там, бабка? О, попал? Надо же. А, ну это 95% шанс. Слушай, ну это был интересный файт. Ого. О, морозная граната. Все, теперь я примерно понимаю, как убивать этих чувачков. Так, это мы уберем. Видишь, как нужно перки тут интересно подбирать, чтобы тебя потом не это... Не законтрили.
Ну, это был интересный файт, реально интересный. Его просто так вот... Ты тыканем в упор бы не прошел бы ни за что. Чисто реально за счет тактики. Что там, трава? Junk. Rubbish. There's one unaffected egg behind them. Perhaps there's still a chance. Яйцо? Где яйцо? А, вот. Секунд. А, погоди, так это бывшие куриные яйца, что ли? А, вот оно чё. Блин, ну прикольно тогда. Я. Ой. Простите, я не хотел трогать. Давай так сделаем. Крепкий засранец. Но мне тебя надо пригвоздить. Что-то ко мне не двинулся, я бил именно Фейна. Фейн с уклонением диким. Физическую броню, да, съедает? Угу. Еще и магическая урон наносит. Понимаю. О, слушай, он так часто ходит, нифига себе у него инициатива. Так, казнь. В смысле, а как я так сходил, что у меня очко... А, это замедляет проклятая вода или что там? Проклятая вода. Фига. Прикольно. Хотя тут можно было спину вообще не заходить, у них хп-то нету. Все, да? Ага, порча накладывается, только если физ брони нету, окей. Надо это запомнить. Пескон. Ой, чувствуется, как что-то двигается внутри. There you are, little egg. Так, пошли возвращать яйцо. Это Лоуса должна вести нас. Ой, что-то я не туда пошел. Кто-то я далеко пошел. She leaps up and grabs the egg with her foot.
kicking it under her warm underbelly and settling down upon it contentedly. Shh, little Peeper baby, Mama's here, warm and here with you again. She cocks a black eye up at you and winks. Thank you. I have something for you. Something I buried behind the coop. It's yours. It's yours. Unless some other scratchly poker found it first, of course. Видишь, прикольно, она... То, что мы умеем общаться с животными, считай, 5000 XP залутали на этом посте. Ну, это не так много, конечно, но все же. Did you expect a needle? А где тайник? А, вот. 5000 XP и плюс, считай, квест выполнили, еще и вот эту вот штуку. Что там? Рубин? О, спасибо. Так, выполнили квестик. You ever think about running off, like Barnaby and Sam did? Hell no. Get yourself in check, boy. Movie. I won't have you running off like Millicent and Tully. You'll just end up sliding down some void. The older-looking Magister notices your presence. He wipes his grubby hands downward across his greaves. Halt! What word do you bring? Word of battle? Word of our Magister brothers and sisters? What can you tell us? The younger one's face goes pale, and his eyes widen. The other remains stiff, as if bracing himself against an... The void woken come. Hush, Fader. You may pass, traveller. Dare say you'll be aching to leave before long anyway. But before you do, find Raymond, the White Magister. He'll want to know what you've seen. Be quick, mind. He's set to sail any moment. He nods his head in the direction of the bridge, but offers no other instructions. You ever think about running off, like Barnaby and Sam did? О, они хотят сбежать, смотри-ка. У них в рядах не все так просто. Yeah, guess you're right. О, блин, не нужны мне эти уже бутылки. Stick with me, kid. I won't steer you wrong. Надо 10 уровень. This town looks peaceful enough. Let's find out if looks deceive. I'm all right, as long as I don't think about it too much. Так, здесь торговцы у нас. Never forget it. Ну, нам на 10 уровень взять. Вон, детей квест какой-то. А, я уже понимаю, какой. Hello, mister. Привет. The little boy looks at you. He picks his nose. You be careful. My daddy's a magister. No, he's not. His daddy's a fisherman like most daddies round here. They stare at you in disbelief. Then they start laughing. You're weird. We're waiting for our friend. He went for a swim. He'll be back soon. He went swimming all the way to Fort Happy. Fort Joy? That's what I said. Fort Joy. He's going to find his mum and bring her back. Cool. How did you know that? Mister, have you seen our friend Joe? Ух, я видела, что Tell Джо. them the truth about Joe. They have to grow up sometime. Да, надо сказать правду. Так вот, Джо сожрала акула. Не волнуйтесь, детишки. Нет, его сожрала акула. The horror grows on their little faces. No, that's a horrible thing to say. I bet it wasn't Joe. I bet it was someone else's leg in that icky shark.
She bursts into tears. Ben looks from you to her and back again, then starts crying too. After a moment, the crying subsides. Ben and Harriet snuggle into you. You're cold. So where's Joe? It's okay to say you don't know. You don't have to make stuff up. I think we should go home. Come on, Ben. Thank you, mister. Bye-bye. Bye-bye, mister. They skip away, still children, but now, somehow, older than before. Вот я же и не знаю, что. Ну, наверное, свиток электрический разряд наиболее полезная. Вся рыба тухлая. Зачем она мне только? Ой, я теперь воняю. Блин, не хочу ни с кем общаться, пока воняю. Rubbish. What's this? I found something. О, коньячок. Магистры приближаются, они заблокировали ворота и обыскивают дом за домом, комнату за комнатой, но сегодня я прорвусь. Я не отправлюсь в форт радость, я выплыву, я обрету свободу или пусть море заберет меня. Может быть, я попаду домой, может быть, в чертоге эхо, но Александру теперь придется пичкать своими снадобьем какого-нибудь другого счастливчика. Unfortunate died just when he thought he was free. There are marks on his body. Something in the water got to him. Так, и новые рецепты. Че тут? За конями следишь? Oh, we dwarves had a kingdom, and we will have it back. I won't always be sweeping, I'll be riding horseback. We dwarves had a kingdom, and a proud knight was I. I won't always be sweeping, for my kingdom I'll die. Don't come over. Not like you're buying anything. Ничего себе, дорогое растение какое. Ладно. Ключинки. The Meister's back! The Meister's back! She doesn't feel like playing, but... О, там рецепт, наверное. А, руна мастерства, погоди-ка, она же мне нужна. Так. Ага, окей, ладно, я знал этот рецепт. Ну, блин, можно было не покупать. Ну, кто же знал? Так, а мастер Сива? Вот она. Looking around the room as she works her shoulder with one hand. It looks like it was dislocated by the gallows. Damnable red cloak baboons ransacking my wardrobes, as if I would keep ancient valuable secrets in a pile with my unmentionables. Вау, смотри-ка, что она продает. Это просто лучшие перчатки для Лоуса. Офигеть, 3 восприятия. О боже мой, это очень круто. Это надо купить, не раздумывая. Какой уровень? 9? Ну, это очень крутые 3 восприятия. Все это. Я куплю сразу.
She takes a deep breath, and with a twist, a click, and a screech of pain, she shoves her shoulder back into its socket. I swear by the seven if we did not have more important matters to attend to. Reaching across the table, she pulls a bowl of hot water towards her and fishes some bandages, a needle, and thread out of a box. She slowly starts to tend to her wounds. At least the barbarians were unable to club their way into my vault, so everything you need should be safe. In your case, more than I suspect, man, god or even reptile can provide. However, we must soldier on. It is not enough to be god-woken in order to ascend to divinity. There is a process. As she speaks, the Meister uncorks a vial of shimmering liquid, sauce. She lets a couple of drops fall on her hand, but instead of infusing with her body, they quickly evaporate on her scales. She stares at the empty spot on her palm for a long moment before turning back to you, continuing as if nothing had happened. A process by which God-woken may ascend. It begins with discovering your deepest self, delving into your own soul. We shall begin once we have the tools we need from my vault. You may have been chosen God-woken, but becoming divine requires more than a supernatural pat on the head. Come, God-woken. It is time to see just how awake you are. Fortunately, the Magisters paid much attention to us. Так, давай, Лоус, сразу перчатки эти одеваем, топовые. Мне еще инициативу дают, восприятие, это очень круто. И шанс крита он еще на 3% растет. Круто. Можно мне 10-й уровень? Настала великая нужда, непостижимые силы тьмы, столь могучие, что все мира не смогли сдержать их. Собрались грозовыми тучами над нашей великой империей, и тогда семеро решили отложить в сторону свои разногласия, свои распри, свою гордость и слиться в единый аватар того, кто может объединить их могущество в единую силу порядка и добра. Среди призванных аватаром был избран Люциан достойный, Люциан святой, семикратно божественный, и все же он пал. По-моему, мы это тоже читали. Да? Так, сын против отца. Это я читал. В этой книге содержится описание ряда магических артефактов, запрещенных Божественным Орденом. В этих небольших статуэтках листая страницу, вы замечаете главу об идолах Возрождения. В этих небольших статуэтках таится древняя магия, позволяющая вернуться в Ривиалон после смерти. После использования статуэтка становится пепельно-серой и теряет все волшебные свойства. Известно, что таких идолов при себе обычно имели нимфы-механики. Некоторые колдуны утверждают даже, что нимфы способны восстанавливать магию использованных идолов при помощи свитка воскрешения. Покушение на святость смерти – серьезное преступление, и все-таки идолы должны быть объявлены незаконно и уничтожены. Тех, кто их умел изготавливать, должным образом переучили. Так, сын против отца. Подвиги четверых. Назрите же могучих героев Дрифтвуда и узнайте об их славных свершениях. Гарик, человек-убийца некромантов, что оскверняли покой мертвых на погосте. Мромли, гном-победитель, бесчинственных в великом лесу демонов, в виде ящер, покорительница диковинных зверей, явившийся из древних пещер к востоку от Дрифтвуда. Хала, эльфийки, защитница землевладельцев Дрифтвуда от безжалостных бандитов. Через свои подвиги они обрели бессмертие. Свидетельства их триумфа останутся в местах их побед.
Т значит тролль. Термином повадки тролля мы обозначаем все отличительные черты жизни этих существ. От убийств и манеры питания до характерного рева и ритуалов ухаживания. Если в пещерах и на лугах вашего края вы обнаружили троллей, то первым делом вам следует определить их повадки. К счастью, эта книга сможет вам помочь. Все тролли – грязные противники, причем не только из-за своего размера, но и благодаря удивительным способностям к регенерации. Полдюжины бойцов могут колотить тролля клинками, пока не выдохнутся. А потом с удивлением обнаружить, что на чудовище не осталось ни царапины. Некоторые искатели приключений утверждают, будто бы огонь и яд помешают троллю восстанавливать здоровье. Друзья, вообразите, как же сильно они удивлятся, когда тролль, ничуть не в пострадав, применит против них же их оружие. Дело в том, что у разных троллей встречается слабость к разным стихиям. Вирулентные тролли свободно пользуются ядом, но не любят солнце и стараются селиться в темных местах. Они уязвимы к огню, что достаточно удобно, поскольку для их поисков все равно понадобится факел. Огнестойкие тролли постоянно испытывают жажду, поэтому селятся у речек и прудов. Чтобы не дать им вылечиться, попробуйте их отравить. Земноводные тролли умеют дышать и на суше, и под водой, но им нужен чистый свежий воздух, а туман и дым вредит им нежным легким. Заметки в повадках. Туман смерти мгновенно убивает почти все любое живое существо, но тролли способны вырабатывать к нему невосприимчивость, если будут долго контактировать с умеренным его количеством. Встретив такое чудовище, помните, что его можно победить только если подходящему методу атаки добавить проклятие. Тролли обычно всеядны, но зачастую плоть людей и другой двуногой добычи становится для них излюбленным лакомством. Бывает, что они полностью лишаются слабости, но все же это существа из плоти и крови, а значит уязвимые. Так, это, кстати, надо взять. Это может и пригодиться, особенно на тактике. You see yourself in the mirror. It's quite a sight. Так, что у нас такое? Было? Now is not the time for a bath. Жаль. I pray my instructions will not be too technical for you. Push the button. Your talent for following simple instructions fills me with wonder and pride. Now, kindly go to the vault and enter the combination. I shall call it out as you go. A stone door lies flush with the floorboards. Etched whorls in the granite frame a delicate rotary dial. Gleaming under the dim light, the metallic dial almost seems to wink at you. Taking your time, you carefully enter the combination. The metallic sounds of the tumblers falling within the mechanism let you know you entered the code correctly. Excellent. Follow. Латьецкий. Стараюсь ничего не разгромить. Да постараюсь. Ancient runes, weird contraptions. This place is an arcanist's dream. Фейн радуется. Слушай, давай тогда на этом закончим, сохранимся. Час 14 уже играем. Ну все тогда, ББ, до встречи, увидимся в следующей серии. Пока-пока.